Всем привет! Сегодня решил весьма специфическое видео сделать, которое, наверное, никто не делал еще в Ютубе, возможно, только на каких-то английских стримах или английских видео. Но смысл в том, что я решил разобрать облачный майнинг, все плюсы и минусы, и свой аппарат, который у меня есть физический на Seacoin IB-Link. Думаю, многие его не знают, особенно люди далекие от майнинга. Но это достаточно мощный аппарат, вот, который в свое время очень много денег стоил. И сейчас он продолжает майнить. По-моему, еще до сих пор, спустя даже 2 года, более мощной версии так и не вышло. Вот, сейчас мы начнем разбирать с самого простого. Здесь каждый для себя поймет, где плюс, а где минус. Потому что для кого-то то, что у него нет физического оборудования под рукой, будет и плюсом, и минусом. Э, То есть нет шума и тепла у вас дома, я думаю, это для каждого понятно. Асик на iBlink очень шумный. Соседи рядом с участков прекрасно его слышат, даже через дом, потому что это очень мощный и сильный асик. Э, Далее электроэнергия. Это мы не берем плюс-минус, потому что мы не знаем, мы только далее увидим, что выгоднее будет. Э, Дальше по монетам SEO Coin против добычи биткоина. Я думаю, что любому адекватному человеку понятно, что все-таки биткоин лучше добывать, чем SEO Coin. Далее простой старт. То есть это вы просто регистрируетесь. Вот. В идеале, конечно, через мою реферальную ссылку. Вот. Но если нет, так нет. То есть дело ваше. Вот. И что мы получаем? То есть здесь не нужно никаких знаний. Вы положили деньги, купили NFT ASIC и начинаете майнить, зарабатывать биткоин. Здесь же я ждал месяц доставки, потом выяснил через полгода, когда он у меня начал перегреваться, то, что он сломаны у него все гайки и болты, и платы залиты термопастой. То есть у меня Асику больше 2,5 лет, и до сих пор я его открыть не могу. То есть он постоянно у меня перегревается, и, наверное, скоро, я думаю, что сломается. Вот. Далее, здесь явный плюс в пользу обычного асика. Это полный контроль над устройством. То есть это асик у вас стоит физически, вы его можете потрогать, пощупать, в отличие от платформы э, облачного майнинга. Вот. То есть здесь вам ничего не принадлежит, вы майните на их сайте, то есть одной кнопочкой вы можете потерять контроль над своими финансами. Пока GoMining был не замечен за этим, то есть я весь интернет пролистал, но прецедент может случиться и любой может оказаться. То есть здесь вы просто поставили и майните на некастодиальный кошелек, монеты у вас. Да, они могут соскамиться, да, вы можете там ключи потерять от кошелька, но они у вас. Дальше, зависимость от компании условий. Ну, это то же самое. Здесь поломки, сложности сети, цена монеты. Э, Для себя я бы тяжелее назвал вот это, потому что поломки это страшная вещь для майнеров. То есть, ну вот, как вам объяснить? То есть ремонт асика может стоить где-то половину его цены. То есть это вам стоило не доглядеть летом, вы там забыли, что, как у меня вот с ним же недавно была ситуация, я просто забыл, что плюс 26 и он перегревается. Вот, не убавил мощность его. Вот. Далее, плавающая доходность BTC. Тут зависит от цены SEO коина. Мы это потом на табличке посмотрим. Сейчас это разбирать смысла нет никакого. Низкий порог входа. Действительно, здесь за $15 можно купить асик и начать с него майнить. Здесь же асик стоил $3200. Вот. Ну и давайте начнем, берем эту табличку
и начнем смотреть немножко другие таблички. Начнем, естественно, с SeaCoin, потому что как бы, ну, интереснее с физического майнера разбирать, потому что в гоу-майнинге там и так все понятно, все очень просто, все автоматически за вас считает. С SeaCoin не так все просто. Вот, то есть у меня вот есть майнер, он сейчас стоит на низких оборотах, он 19 хэшей, стоит на 14 хэшей. Потребляет 2100 ватт. Ну, то есть 2,1 киловатта. Вот. Ну и в принципе нам этого достаточно уже, чтобы все понять. 2,1 киловатт. Вот. Далее я захожу на пул, обновляю, чтобы вы поняли, что действительно я на пуле майню. Вот здесь стоит два асика. Один мой асик, другой друга. Но они в одинаковых режимах, я за обоими слежу. Вот. То есть добывает каждый асик по 3700 монет. Но давайте мы запишем, чтобы было проще. И так как мне очень хочется верить в победу обычного майнинга над облачным, вот, я запишу вот так SEA2. Вот, и запишу, что он добывает 4000 монет. Да? Плюсом ему, то есть наброшу там 5-7%. Ну, хочется, чтобы не так все плачевно, знаете, мы как майнеры, иногда нам хочется немножко цифры увеличить, чтобы поверить больше, что мы все правильно сделали. Вот. И здесь я также поступлю, потому что бывало чуть больше, бывало чуть меньше, пускай будет чуть больше. Вот. Далее мы заходим на сайт CoinMarket. И смотрим, сколько у нас стоит SeaCoin. Стоит он 0,009. Заходим в калькулятор, умножаем 0,093. Опять в пользу SeaCoin посчитаем. Умножаем на 4000 монет. Равно 3,7 доллара. 3,7 доллара, да? Открываем второй калькулятор. Вот. Тоже не очень сложные манипуляции. Но нам нравится считать, поэтому мы считаем дальше. 2,1 киловатта. Мы умножаем на 24. И умножаем на цену розетки. В моем случае это 4,2. С октября будет 5,2. Вот. Ну давайте пока на 4,2, потому что в октябре мы его, скорее всего, выключим. Получаем 211 рублей. Курс доллара сейчас 73. Вот. Поэтому давайте 75 посчитаем. Делим на 75. Равно 2,8. Считаем в голове чистый профит с майнера SeaCoin 0,9 доллара. Записываем. Далее я подготовил вот такую табличку. Вот, вложено в SeaCoin. Здесь вы поймете, сколько действительно в него вложено. То есть то, что цена асика, это не говорит о его конечной стоимости. То есть, смотрите, асик 3200 отдал. Кабеля, шумобоксы, роутер, камера 250 долларов. Ну, это я все по нижнему прямо считаю. То есть это гораздо больше. Далее я подключал 15 киловатт на локацию для 5 асиков за 1000 долларов. То есть на него ушло 200 долларов. Далее я ставил бытовку на 3 асика, то есть за 900 долларов. То есть на него ушло 300 долларов. Дальше я купил, чтобы поставить асики, землю и забор за 3000 долларов. То есть 600 долларов на него ушло.
Далее. Вот здесь я написал, что бензин. Даже считать не буду, потому что постоянно что-то случается, да, ну вы можете сами прочитать, нет света и так далее. Но самое страшное, когда, здесь я тоже написал, чтобы не забыть, это когда вы утром проснулись, например, в 9 утра, а у вас нет связи с вашей локацией. И вы смотрите, весь такой уже немножко испуганный, потный, что в час ночи что-то случилось, нету ни связи никакой, ни видео с ваших камер. То есть, возможно, выключили свет, э, пропал интернет, вот. Ну и вообще что-то еще может случилось. Может у вас там взорвалась, бытовка загорелась, и все сгорело вместе с камерами, которые на ней висят. Вот, такое тоже возможно. И вы, даже не успевая позавтракать, летите туда, потому что уже не можете, вас колотит, вы хотите проверить, что там случилось. Потом выясняете, что был какой-то минимальный сбой, свет моргнул или что-то, и роутер отключился, из-за этого у вас ничего не работает, вы ничего не видите. Вот, это тоже веселуха еще та. Ну и вот, то есть без вот этого, без бензина, без нервов, я посчитал, что вложено было $4550. С помощью нехитрых манипуляций я могу $4550 разделить на $0,9 и получить вот такую окупаемость в днях для физического майнера Coin. Да, кто-то скажет, что ну сейчас же он $1400 стоит. Ну я понимаю, что сейчас, но тогда он 3200 стоил, когда я его покупал. Вот. И курс тогда, кстати, 90 был. То есть в рублях я намного больше потрачил еще даже, чем сейчас. Далее. То есть мы вот такой вот, да. То есть я думаю, многие уже закрыли это видео, узнав, как старые асики работают и сколько они сейчас дают, которым более 2 лет. То есть бывали, конечно, у него времена и получше, он и давал и $6, и $7 грязными. Но моя ошибка была, то есть вот, покажу вам график. То есть он постоянно идет вниз. Я копил, оплачивал электричку за свой счет. Объясню почему. Потому что любой скажет, так смотри, он здесь в 4 раза дороже был. Ты же получал там не $4, а $16. Но не было такого, потому что здесь сложка была другая. Здесь другая сложка. Здесь люди поотключали свои асики, и мы стали там получать 4000 монет. Здесь мы получали там 2000 монет. Поэтому также было не особо выгодно продавать. Я верил в чудо, которого не дождался. Далее. Сейчас, то есть мы все поняли уже, да, что тут окупаемости просто никакой нет, то есть я никогда эти деньги уже не верну, вот, и в октябре я его отключу, потому что если ничего не изменится, он будет курс вниз ползти, электричество будет дорожать на 24%, как обещают, то он будет уже просто в минус майнить. Далее я открываю Go Mining. И вхожу в мои майнеры, награды. Здесь выбираю там за последние 5 дней. Вот. То есть я держу, ну вот стараюсь вот последние 5 дней скидку держать 100%. То есть купил кучу монет там. Я это тоже все покажу еще впереди. Вот. Здесь просто ставим показать в USDT, ну в USDT. Вот. И что мы получаем? То есть мы получаем $4,21. Ну, сейчас биткоин упал, и упал так процентов на 5-7. То есть, вот видите, здесь мы получали 4,50, сейчас 4,20. Ну, неважно, давайте худший день посчитаем. 4,20 вот сегодняшний. Минус 2,33. То есть я получаю, вложив $1000 в асик NFT, $1.88. Вот. Вы скажете,
Типа, так ты же еще в монеты вложил. Так я вложил, так я монеты у меня и под процентами лежат. И я плачу на будущее за электричество со скидкой. То есть я бы не назвал бы это вложением. Это оплата электричества. Просто если вы считаете, что монеты, которые вы купили, это вложение, тогда давайте считать, что вложение это то, что я из-за ASIC на себе не плачу. Вот. Но это же не вложение, это просто оплата света в данной ситуации. Тут сервиса и света. Вот. Я просто положил как бы больше денег, чтобы платить дешевле за это. Вот. Далее, то есть я получаю вот в худший свой день, да, за последнюю неделю, $1.88. Майнер у меня стоил $1050. У меня все это записано. И то есть я не вру и не собираюсь. Для меня самому, понимаете, все вот интересно, что покажет все вот эти вот вычисления. То есть окупаемость в данной ситуации, если я буду продолжать на максимальной ставке держать свои монеты, то есть чтобы полностью 20% получать, то 558 дней. Скажите про такую окупаемость человеку, который майнит на видеокарте, он просто упадет в обморок. Потому что у меня есть знакомые, которые до сих пор на видеокарте мечтают про что-то с окупаемостью 8-9 лет, вот, но мечтают, что когда-то монета отскочит и окупаемость сократится до 3 лет. Вот. Это все, что достаточно знать про видеокарты. То есть, если асики мертвы, то видеокарты это вообще конец. Эпохи уже давно прошел, когда ушел эфир на POS. Так что вот такое вот видео. Вот. Надеюсь, оно такое полноценное будет людям для понимания. Вот. Также в будущих видео я хочу рассказать, как войти именно в NFT майнинг, чтобы вам было дешевле. Вот. Потому что я уверен, что практически ни один блогер, то есть, ну, не то, что даже не рассказывал, а не скажет вам, потому что это ему незачем. Вот. Я в своем закрытом канале, или если вы от меня зарегаетесь, я вам распишу, у меня уже расписана табличка, что нужно делать и что не нужно делать при покупках. Потому что, скорее всего, вы уже первой своей покупкой переплатите около 30% в будущем. Вот, то есть регистрируйтесь, пишите, в группу добавляйтесь. Я буду всем рад. То есть я считаю, что контент неплохой для людей, для опыта и понимания. Вот. Пишите, лайкайте. Спасибо, ребят, кто поддержит и так далее. Все, всего вам хорошего. Будут еще видео, раскидки и так далее.